Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить фруктовый заварной крем. Он готовится очень просто, быстро, и его можно использовать для прослойки Наполеона, бисквитных тортов, наполнять эклеры и даже трубочки. В сотейнике с толстым дном соединяем 70 граммов сахара и 45 граммов кукурузного крахмала. Если нету крахмала, его можно заменить на такое же количество муки. Немного перемешиваем, добавляем 2 яйца и перетираем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Дальше нам понадобится 1 банка консервированных персиков. У меня она 410 граммов. Сливаем сироп. В креме нам он не понадобится, но его можно использовать для пропитки торта. Сами персики нарезаем на небольшие кусочки и измельчаем в однородное пюре. Вместо консервированных персиков можно использовать и свежие. Также сами персики можно заменить на абрикосы или манго. Готовое пюре переливаем в сотейник, ставим на средний огонь и доводим до кипения. Нам необходимо выпарить лишнюю влагу, чтобы заварной крем в итоге получился более стабильным. Также, благодаря увариванию, вкус персика будет лучше чувствоваться в готовом креме. Как только масса закипела, провариваем ее еще 5-7 минут. При этом постоянно помешиваем, чтобы ничего не пригорело. И после того, как пюре заметно загустело, можно снимать с огня. После уваривания фруктовое пюре обязательно перетираем через сито, чтобы убрать лишние волокна. В пюре добавляем 200 граммов молока, хорошо перемешиваем до однородности и выливаем в сотейник к яйцам и крахмалам. Еще раз хорошо перемешиваем, ставим на средний огонь и увариваем до загустения. При этом обязательно нужно помешивать, чтобы ничего не пригорело. Как только масса начнет густеть, уменьшаем огонь и, продолжая помешивать, ждем, когда масса начнет закипать. Как только появились первые признаки кипения, провариваем еще около минуты и снимаем с огня. Пока масса еще горячая, добавляем 50 граммов сливочного масла. Также, чтобы сделать вкус крема более насыщенным, на данном этапе можно добавить буквально 1 чайную ложку лимонного сока. И все хорошо перемешиваем до однородности. Такая заварная основа получается очень ароматной и вкусной. Ее можно переложить в креманки, охладить и затем подать как персиковый пудинг. Также можно использовать в начинку для булочек, блинчиков, тарталеток или эклеров. Но если готовите крем для торта, тогда накрываем ее пищевой пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры. После того, как заварная основа полностью остынет, мы будем соединять ее с мягким сливочным маслом. Поэтому достаем его заранее из холодильника и оставляем согреться. Когда масло и заварная основа стали одинаковой комнатной температуры, можно закончить приготовление крема. Сначала взбиваем масло примерно 4-5 минут до посветления и пышности. Здесь, как и в классическом заварном креме, очень важна одинаковая комнатная температура сливочного масла и заварной основы, иначе крем может расслоиться. Постепенно добавляем заварную основу в масло, примерно по 1-2 столовые ложки, и хорошо перемешиваем миксером после каждого добавления. Слишком долго взбивать не нужно. Как только вмешалась одна часть, можно добавлять следующую. Не забываем собирать крем со стенок миски, чтобы вся масса хорошо перемешалась и крем получился однородным. Так как персики были в сиропе, в заварную основу я добавляю небольшое количество сахара, чтобы крем в итоге получился в меру сладким. Если вы используете свежие фрукты, то количество сахара можно регулировать на свой вкус. Либо на данном этапе можно попробовать крем, и если вам не хватает сладости, добавить немного сгущенки. На стабильность крема это не повлияет. Слишком долго перемешивать не нужно, иначе крем может расслоиться и стать жидким. Как только заварная основа полностью вмешалась, крем готов. По этому рецепту фруктовый крем получается пышным, нежным
и очень вкусным, с невероятным ароматом персиков. Так как в составе есть масло, коржи он особо не пропитывает, поэтому для бисквитных тортов я рекомендую использовать дополнительную пропитку. Такой крем может стать отличной альтернативой классического крема для Наполеона. Также им можно украсить торт, наполнить эклеры и другие пирожные. Рецепт очень простой, поэтому сохраняйте, делитесь с друзьями и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!